Счастье овнам, счастье. И, как правило, для овнов август месяц наиболее удачный месяц из всего года. Даже больше удачный, чем в те месяцы, когда свои дни рождения. И я вам скажу почему. Потому что солнышко будет находиться во Льве. В своем самом лучшем положении находится солнышко. Оно находится у себя дома. То есть огонь. От этого к вам идут тригоны, то есть очень гармоничные аспекты. У вас удваивается, утраивается, увеличивается прибыль, удача, везение, встречи новые, новые планы, новые перспективы, новые веяния. То есть как будто бы плывет к вам удача, и она осуществляется, удваивается, утраивается, увеличивается. Вот так вот будете себя ощущать, потому что солнышко стоит в своем самом лучшем месте. Это для вас наиудачнейший месяц, овны. Ну, смотрите, начнем давайте с Меркурия. С 1 по 12 число Меркурий будет стоять в 6 секторе, потом пойдет в 7 сектор со второй половины месяца. Но пока будет стоять в 6 секторе. И что, когда Меркурий находится в 6 секторе? Это говорит о том, что на работе, по состоянию работы и по состоянию здоровья отвечает Меркурий, когда он находится в 6 секторе. По работе, по вашей карьере, что может происходить? Вы получите, возможно, письмо от работодателя, выплаты финансовые, вам за что-то не доплатили. А также вы можете получить новое предложение, то есть в письменном виде получите предложение куда-то на новую работу. Может быть, вы где-то тесты проходили, где-то интервью проходили. И это может быть полгода назад куда-то запрос отдавали в какую-то компанию, и приходит к вам приглашение на интервью, чтобы вы приехали или пришли, или онлайн сделали интервью. То есть вы информативно получаете очень хорошее известие хорошее. Также может быть все, что вы делали на какой-то платформе онлайн, вы тоже здесь получаете. Либо, если у вас есть свой YouTube канал, у вас подписчики как-то увеличиваются, либо вас куда-то приглашают для того, чтобы с вами провести интервью, познакомиться с вашей продукцией. То есть о вас заговорят, о вас узнают. То есть вы востребованы делаетесь. Это всегда, когда Меркурий проходит по 6 сектору, для вас вот так это играет. То есть информативно вы получаете нужную вам, полезную вам, по фактам, по деталям получаете всю необходимую информацию, с которой вы работаете. Дальше 8 числа будет новолуние, и это новолуние будет тоже во Льве. То есть огонь, ваша одна стихия. От этого у вас увеличивается в несколько раз. И планы, это новолуние, это строить планы. Вот эти планы увеличиваются в несколько раз. У вас подъем большой в этом месяце. Конечно, новолуние в 5 секторе – это строите планы на удовольствие, на радости, на увлечение, на развлечение. Вас, безусловно, радуют ваши дети, вас радуют ваши партнеры. Большой шанс встретить своего человека. Если у вас уже есть какие-то отношения именно физические, вы сможете встретиться, долететь друг к другу, доехать друг к другу сможете. Все, что во Льве имеет такую яркую вспышку на небе. Такие яркие встречи, запоминающиеся встречи, которые развитие требуют. Во Льве не бывает так, что ты до чего-то как-то дошел, а дальше не получается и не надо. Они всегда идут. Поэтому вот это вот новолуние, которое во Льве, для вас оно очень показательное. Довести что-то до конца, довести что-то до финальной точки. И это для вас будет возможно и очень даже несложно. Что еще? Смотрим ваш Марс. Он сделает переход
перейдет в Деву. В Деве ваш Марс осознанный, степенный, спокойный, думает, размышляет, перерабатывает, только потом принимает какое-то решение, только потом делает какое-то действие. Здесь очень хороший, в хорошем расположении ваш Марс. И вы как будто бы в себе какую-то новую вот эту жилку увидите, что как я сначала думаю, я сначала все взвесил, я сначала все на весы посмотрел, как это лучше, как это будет. И только потом приму решение. Вы сами себе будете удивляться, что вы не торопитесь. Вы действительно выдерживаете для того, чтобы принять какое-то решение. Это замечательное положение Марса для вас будет в 6 секторе. В 6 секторе опять там, где будет находиться Меркурий. И это положение будет Марса в течение всего месяца. То есть опять все, что связано с карьерой, с работой, с учебой, либо завершаете планы какие-то, либо по карьерной лестнице поднимаетесь, либо наоборот закрываете ту деятельность, которой вы занимались, и вы уходите в свободное плавание. Здесь вам уже никто не нужен, вы себе сами развиваете свой бизнес, вы сами доводите это дело до конца. И точно так же все, что связано со здоровьем. А это убрать какие-то, прекрасно здесь расположен Марс в Деве, он очень хорошо организует. Убрать какие-то негативные привычки, которые вас блокируют, которые не дают вам развиваться. Это точно так же выйти из каких-то ненужных отношений, которые вас уже вымотали, которые не дают никакой перспективы, а только вниз вас тянут. Поэтому все, что связано со здоровьем, проверить свое здоровье. Может быть, несколько взять мнений разных врачей, как на одно и то же заболевание, как они смотрят. То есть вы будете заниматься ответственно, серьезно, спокойно, продуманно вот этими 2 вопросами в течение месяца. Это все, что связано с вашей учебой, с вашей карьерой и все, что связано с вашим здоровьем. Пересмотрите сон свой, пересмотрите питание. Вы не захотите тратить свою энергию на псевдодрузей, псевдознакомых, псевдопроблемы. Это все уйдет на второй план. Вы захотите обратить внимание на свое состояние здоровья, на свое состояние дел. Марс очень хороший, сконцентрированный, Марс собранный. Такой Марс, который в принципе в течение жизни желательно, чтобы овны вырабатывали. Что еще? Какие события? Давайте смотрим Венера. Венера будет, смотрите, делать роскошный трин к Плутону. Трин – это гармоничный аспект. Сделает трин к Плутону. Венера – финансы, Венера – влюбленности, Венера – эстетика, здоровье, настроение, удовольствие. Плутон – финансы и сексуальность. Посмотрите, как они вместе делают тригон, делают очень гармоничный аспект. Они в соединении. И что? Не в соединении, не в тригоне. В гармоничном аспект выстраивается такой. Конечно, на вас это очень сильно отражается, потому что Венера и Плутон любят Овна, любят тут находиться. Ну что, прекрасные, замечательные встречи, прекрасные деловые встречи и личные встречи происходят. Я думаю, что все те, кто никак не могут соединиться в силу сегодняшних обстоятельств, этот шанс у вас появится в августе месяце. Это выплаты очень хорошие, выплаты таких государственных каких-то служб, это выплаты каких-то даже судебных заседаний. Что-то в плюс вам идет. А также это влюбленности, это романтика, это большие увлечения друг другом, признание в любви, свадьбы, регистрации. Это все на этот аспект прекрасно можно делать. А 16 августа, плюс ко всему, еще 16 августа Венера перейдет к вам в 7 сектор. И Меркурий туда же пойдет, в 7 секторе. То есть очень много разговоров
Седьмой сектор разговоров о партнерстве, о вашей семье, о ваших отношениях, как у вас происходит в семье, что вас устраивает, как у вас проходят все эти семейные ваши или партнерские отношения. Это и выяснение, разговоры, потому что там Меркурий. Но очень все гармонично, очень все положительно, все вопросы решаются. Вы на поверхность вытаскиваете вопросы, которые давно зависли в воздухе. Вы их поднимаете, вы их решаете. Все вокруг этого крутится. Причем овны, те, которые идут на диалог, овны, те, которые разговаривают. Да, не всегда дослушал еще до конца, уже как будто бы созрел ответ. Так подожди еще, дослушай до конца. Возьми время, чтобы как-то немножко подумать над этим предложением. Только потом дай ответ. Никогда сразу не давайте никакого ответа. Подумайте что-то. Предложение, даже если на работе сделали вам предложение по работе, подумайте, какая нагрузка вам, какая ответственность ляжет. Потом отвечайте. В личных отношениях. Если зашел какой-то конфликт, остановите этот конфликт. Скажите, давай перенесем на завтра. Подумаем и перенесем на завтра. У вас очень многое тогда определится все. И решаться будет гораздо легче. Очень хорошее расположение и Венеры, и Меркурия именно во всем разобраться в своих семейных отношениях. И здесь будет и договоренность, и друг друга понять, и друг друга услышать, и с друг другом договориться. Чудесно. 20 августа ретроградный Уран пойдет по вашему второму сектору. Неожиданно финансы. Неожиданно, вдруг, которые вы уже думали, что никогда вам не выплатят, за что-то выплатили, долг могут отдать, очень, очень неожиданно вернется какой-то ваш долг. Или вы сможете кому-то, если должны, у вас появятся финансы, вы сможете рассчитаться с долгом. Неожиданная прибыль приходит. Возможно, какой-то продукт, какой-то товар у вас стоял и никак не мог продаться, вдруг нашелся на него покупатель. Может быть, покупка на вашу какую-то недвижимость, может, покупка вашего автомобиля, вашей дачи. То есть прибыль. Прибыль очень случайно, неожиданно. Вы будете этой прибыли очень-очень рады. Что еще? Еще какие события будут? Полнолуние будет в Водолее. Полнолуние будет в Водолее, для вас это 11 сектор. Здесь уже на полнолуние подведете итог всему окружению, всем своим контактам, со всеми своими друзьями. Здесь те даже друзья, с которыми вы на одной волне, с которыми вы чем-то вместе увлекаетесь, с которыми вы чем-то вместе время проводите. Здесь тоже подведете итог. Много этого времени провожу, много оставляю здесь своего личного, частного. Меньше уходит мне на мою семью, меньше уходит на самого себя, меньше уходит на отдых, в котором вы бесконечно нуждаетесь. Овен всегда, Марс молодой, он вас настолько выматывает, этот Марс, поэтому вы всегда нуждаетесь в отдыхе. Особенно, уже не один раз вам говорила, особенно голова и глаза. Вы жизнь принимаете очень сильно. Этот Марс бьет в глаза. У вас необыкновенно, у всех блестящие, красивые глаза, которые остаются до глубокой старости. Глаза, которые всегда молодые. Но глаза эти устают прям в течение дня. Если у вас есть возможность, всегда хоть на 2-3 минуты закройте глаза, дайте им немножко отдохнуть, потому что именно через глаза эта энергия Марса, она всегда выходит через голову, через глаза. Страдаете головными болями, страдаете мигренями, это очень свойственно для овнов. И всегда проверяйте такой микроэлемент, как железо, которое вы всегда нуждаетесь. У многих овнов пониженное железо из-за того, что Марс, Овен очень много перерабатываете. Энергии очень много проходит.
Ну вот полнолуние у вас будет в 11 доме. Это полнолуние будет довольно-таки легкое. Вы тут очень хорошо подведете итог, примете какие-то новые решения, распределите все свое окружение, которое так, между прочим, между дел болтается, нужно оно вам или не нужно. И пройдет это очень легко, очень спокойно, как это обычно бывает в Водолее. То есть вы как будто немножко немножко повыше этой ситуации, над этой ситуацией, и подведете итог спокойно и легко. Ну что, бесконечно вас, мои хорошие, уважаю. И всегда Овна. Если у вас дети есть, ребенок у вас Овен, если у вас есть ваш близкий человек Овен, Овна надо поддержать. И Овен всегда доведет все до конца и всегда вам будет благодарен. Просто какой-то период его именно надо понимать и поддерживать. Бесконечно вас всех уважаю. Спасибо большое за подписку. Спасибо, что не забываете ставить лайки. Спасибо за поддержку канала и до следующих встреч.